какие хорроры вы видели в Роблоксе? Хорошие, плохие, кривые. Но знаете, какие вам еще не попадались? Нет, не эти. И не эти. Короче, я их еще не делал. Но для начала, чтобы воспринимать будущий пиздец, происходящий с этим плейсом, я скажу, что у меня не было цели сделать ультракрутую AAA игру, как это обычно бывает. Я просто хотел в кои-то веки релизнуть хоть что-то и размяться после того, как 4 месяца монтажил прошлый видос. Потому и мои скрипты, и конечный результат ни в коем, сука, случае не надо воспринимать как мантру божью. Нет, я серьезно. Пожалуйста, не делайте так, как я делал. Вас оправдаю только если это рофло-проект на неделю, либо же ваша первая игра. Так вот, мой концепт, как обычно, был просто гениален. У нас есть дом, где появляется игрок, и ему надо оттуда сбежать, ибо иначе он умрет. Но для того, чтобы открыть себе выход наружу, потребуется вставить 2 ключика, разбросанных по дому, в замки на входной двери. А мешать ему будет ломающийся пол, закрывающиеся за спиной стены и руки из-под потолка, от которых в силу просто так я потом отказался. Первым под мой говнокод попались механики для пола и стен, которые удалось довольно быстро реализовать за счет триггеров и того, что плейс было решено делать на одного игрока, а соответственно отсутствовала надобность в серверных и модульных скриптах. Ну и да, я просто вставил каждой двери по своему локальному скрипту, потому что могу. А потом в мою голову посетила гениальная мысль. Взять 2 дома из тулбокса и вставить их друг друга так, чтобы когда игрок заходил с виду маленький сарай, его прозрачность становилась прозрачной, а большой дом наоборот был бы видим. И чтобы переход из дома в дом был бесшовным, я выделил небольшой участок особняка и засунул его в сарай. Но снаружи этот кусок даже не был виден. Позже я додумался пинать игрока при заходе в дом и накидал парочку черных партов у входа, дабы плеер не успевал среагировать на просадку FPS и резкую смену окружения. Правда, чтобы реализовать это дерьмо, мне потребовалась где-то неделя, плюс все последующие скрипты нужно было фиксить под код, делающий этот прикол с невидимостью дома. Так что, если вы будете пытаться сделать нечто подобное, я вам советую попробовать вместо изменения прозрачности просто перемещать игрока, либо же, что лучше, зайти в YouTube и посмотреть гайды по подобным топикам. Наверняка там есть нечто полезное. Что, по-вашему, самое важное в хорроре? Цель, геймплей, графика? Ну короче, вот вам лайфхак, как из любого дерьма сделать светящееся дерьмо. Ставите технологию освещения Future и мотайте ползунки во всяких параметрах лайтинга, чтобы красиво было. Ну, например, чтобы добавить туман, выкручивайте денисить в атмосфере. Если хотите изменить время суток, меняйте clock time и т.д. Но хорошую графику я добивался с спиженными ассетами и опять же легко настраиваем Roblox Studio освещением. Что же до цели? Ну, сбежать откуда-то это база. Вроде должно быть интересным. А вот геймплей, ну короче, самое смешное то, что наиболее геймплейно насыщенными частями игры оказались те, которые я сделал за последних 2 дня разработки. А то, что я полгода вытаскивал из гениальной иерархии особняка нужные мне модели и парты, ебался с неровным наклоном дома, из-за чего вставить какой-либо объект ровный я физически не мог. И наконец настраивал двери, которые с виду можно было взять за 2 минуты из тулбокса, но нет, я решил, что достаточно крут, чтобы понять буржуйский гайд на ютубе. И конечно же потом обосрался. Хотя, если затрагивать тему тулбокса, то на протяжении всего девелопмента я то и дело заходил в него и вытаскивал оттуда, как мне казалось, некритичные механики и модели. Фонарик, вид от первого лица, да и сама карта. И в принципе, самолично я не сделал ни одной модели, даже в Roblox Studio. Возвращаясь к игре, следующим в списке как раз были двери. В их устройстве нету ничего особенно сложного. Ты берешь дверь, хиндж и за счет твин-сервиса и proximity промпта поворачиваешь его на 90 градусов и обратно. Тут главное не обосраться с привязками, ибо если вы не знали, твин-сервис не работает с закрепленными объектами. Теперь же встал вопрос, а куда будут падать игроки, попадя в ловушку? Выходом стало то, что я построил, да, даже сам, подвал, который представлял из себя небольшой лабиринт и множество с виду закрытых комнат. Но на самом деле выход из них был, ибо какая-то стена всегда была без коллайда. А внутри каждой из этих комнат находились ключи, про устройство которых я расскажу попозже. Все камеры вели к одному единственному выходу из подвала, который был, конечно же, секретным проходом в туалете под лестницей. На этом этапе мне оставалось лишь оставить все ловушки, то есть опять поебаться с иерархией партов особняка, и раскидать ключи по дому, настроив им шанс спавна. Разумеется, к ним прилагались замки, ибо что открывать-то иначе, с которыми я, конечно же, как всегда,
я справился легко и без багов. Наконец, логика раскидывания ключей была такая. Я закидываю парты в одну папку и расставляю их по карте так, как мне нравится, а потом именую по категориям Rare, Usually и Often. В то же время скрипт через массивы все это обрабатывает и спавнит их после того, как чарактер игрока прогрузился. Таким образом, можно легко настраивать шанс спавна ключей и делать те места, где они будут появляться часто, и те, где наоборот редко. Чтобы у опытного игрока еще до обхода всех спотов был родмап по дому, и это бы добавило соревновательности хз. И вот я рассказываю, типа, все это было легко и просто. Может, оно и так, но все же случилось нечто страшное. Мне написал моб. Я словил странный баг, из-за которого хижина, видная игроку, до захода в особняк была с поломанными полигонами. И вообще, выглядела скорее как обед в столовке. Ну, короче, чтобы такого не было, запомните, не нужно скейлить большие модели до микроразмеров, чтобы их скрыть. Просто переместить их по высоте с помощью минуса, а не то забудете вернуть его в исходный размер перед выходом, либо уже вас просто вылетит, и потом будете с нуля его билдить, либо же брать из тулбокса и опять полгода фиксить баги, подгоняя под ваш плейс. Поскольку я понял, что хоррор не будет хоррором, если будет светло, как в раю, мне потребовалось убрать всю мою гениальную настройку освещения и добавить в игру фонарик, который поначалу был реалистичным, красивым гигачадом, но потом эволюционировал в базированный кусок света. Ибо иначе управлять им адекватно нельзя было, а фиксить скрипты ну нахер. И так перенапрягся, когда код для двери сам написал. Зато, как ранее упоминалось, на просторах тулбокса мне открылся крутейший и бесплатный скрипт вида от первого лица, который я тут же спиздил. Что же до сеттинга, то у игры наконец появилась завязка. Короче, ты зачем-то идешь в Буран по типичной российской улице и ищешь место, чтобы укрыться от холода. Потому, когда находишь маленький домик, сразу же забегаешь в него. Но он оказывается обителем непонятного урона и пинков под жопу с дырявым полом. Так что тебе нужно срочно бежать, а иначе, ну, ты умрешь типа. Соответственно, я сел настраивать погоду, имитируя метель, с чем мне помог белый туман и просто огромный пар с эффектом кучи партиклов, быстро падающих с неба. Вот помните, я говорил, что ловушки остались только раскидать, а вот нихуя. Я с ними ебался до конца работы над плейсом, и уж тем более, когда только начал их раскидывать. Основной мем, собственно, был в том, чтобы настроить случайное срабатывание ловушек и их кулдаун, ибо вроде бы все просто, но я это я, так что лишь 100 раз обосравшись, могу сделать что-то рабочее. И вот она, финишная прямая. Я делаю дырку в чердаке и вставляю туда окно-дверь. Решив, что у игры совсем не обязательно должен быть хэппи-энд, а на самом деле устав смотреть на постоянное говнокодище, оставил как есть. И даже не стал кидать новый триггер рядом с окном. Теперь мне оставалось лишь настроить булиновские переменные входной двери, пофиксить пару багов, добавить звуковые эффекты, музычку и наконец повернуть дом, протестив это дерьмо уже в реальной игре на работоспособность. Let's go, yeah, yes. Вообще, если пойти очень далеко, там будет жопа. Ну, то есть стен не будет, типа буран ведь. Это еще так специально сделано, да? И там вот будут. А может там просто не видно, хуй его знает, короче. О, обосрался. О, нет, страшно. Меня заперли, блядь. Что же делать? Дверь, unlock. Я не могу unlock. О, нет, я умираю, да. Да, срочно надо что-то думать, надо что-то придумать. Так, что же мне делать? Блять, ай. Сука, что за хуйня нахуй? Вот первый ключик, да. Pick up, you know. Let's go. Я сейчас умру. О, нет, я не найду другой ключик, да. Тут очень опасно, потом там сломалась, короче, штука. Блять, дверь закрыла, что ли? Блять. Сука. Реально страшно. Все звуки слабые. Надо бы их прибавить. Я просто тупо найти не могу, блять. Что делать нахуй? Хорошо. Я тут не могу тоже пройти. Но это все хуйня. Блять, игра говна. Это что-то невозможно пройти. Ну все, я умер, пиздец. Я наделал пару скриншотиков, попросил чат GPT нарисовать мне ультра крутую иконку для игры и наконец завершил долгие 3 недели девелопмента. По итогу я бы сказал, что основная задача была выполнена. У меня получился относительно рабочий плейс, который я даже релизнул. А то, что сделался он даже не месяц, и я смог более-менее вспомнить, как кодить, вообще подарок. Ссылочка на плейс будет в описании, как и DS сервер и т.г. Ну а я желаю вам всем попасть в небесную качалку, подписаться и сделать еще что-нибудь. Пока.